Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня мы начинаем новую рубрику на канале. Это даже не осмотр и не подбор, а переговоры с владельцами, пока еще владельцами автомобилей. Рубрика такая информационно-познавательная, что есть еще идеальные автомобили за немалые деньги, но идеальные все же. Сколько они стоят, в каком они состоянии, как они обслуживались, их история. Больше такие переговоры, не поиски, подбор, покупка автомобиля, а именно анализ. Я не знаю, как будет называться эта рубрика, я еще сам думаю, наверное, поиск идеального автомобиля за доступные деньги. Ну, понятно, что все в кавычках. Я думаю, у людей, у которых все в порядке с юмором, это понимают. Нам всегда нужна эмоциональная разрядка, и такие видео, как никакие другие, нам в этом помогут. Всегда интересно так заняться психоанализом, психологией, что думает другой человек. Каждый человек – это отдельная вселенная, внутренний мир, галактика. И здесь мы можем даже так порассуждать в комментариях, чем руководствуется тот или иной продавец какого-то автомобиля. Ну, а проще говоря, перекупы. Мне и раньше сбрасывали ссылки, вон посмотри, по какой цене, какая машина продается, там уже заоблачные цены были. Я как-то не обращал на это внимания, ну да, переходил, смотрел, и на этом все. Здесь я бросил клич у себя в соцсетях, в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь в телеграм-канал, ссылка, как обычно, в описании. И люди во всех соцсетях говорят: все, звони, давай, звони. Я решил, что нужно. Ну, где есть спрос, там есть предложение. Аудитория очень живо, бодро сразу отреагировала на этот. Конечно, звони, давай, снимай. Я думаю, ну все, значит, надо открывать все-таки рубрику. Поэтому спасибо вам, что подтолкнули на новые идеи и мысли. И пишите свое мнение в комментах. Я так понимаю, что кому более интересно. Потому что действительно обзоры всем немного чутка поднадоели. Да и по сути, процентов 80-90 автомобилей уже снято на канале. Уже обзоры на них есть. Звоню этому человеку. Алло. Да, слушай. Добрый вечер. Добрый. Я беспокоен насчет Passat. Нашел ваш B4 на АВБ. Да, слушай. Такой вопрос. Ну, у меня лично, если это предыстория B3 на переварке, я вижу, ваша самая дорогая, а вы ее переварили или она у вас в идеале полном? В таком состоянии купил. Скажите, а у вас этот 1.9 110-сильный, там шкив не ходит? Потому что там не ходит? Шкив болтается на ремень ГРМ, там шкив идет, он иногда болтается у этих машин. Я вот пару штук смотрел. Нормально все, у меня без проблем. Ага, понял. А турбина масло не кидает, жива турбина или менялась? Нет, я езжу сам на машине, нормально все. Ага. А давно она у вас? Уже год. В общем, она варилась до вас или она в заводском окрасе? Я просто с Бреста, чтобы уже не ехать в холостую. Смотрите, я ничего не делал, человек, который мне продал, тоже ничего не делал. Такую купил. Угу. Поднимали на подъемник, все, никаких проблем там у меня нет. Ага. Защита стоит, все как надо там. Ничего не делали с этой машиной. Ага. Как купили, там в таком состоянии. То есть кондиционер, все работает, все хорошо с ним? Да, заправлен кондиционер. Угу. Но я вижу молдинги у нее бордового цвета, ее красили когда-то, да? Или вы не в курсе? Ну, скорее всего, она такая приехала машина. Ага. Здесь и тот предыдущий хозяин передо мной, который он ничего не делал с ним. Понял. По ТНВД, по двигателю тоже сухой и ничего, да? Да, все чисто. Понял. Такой вопрос. А если торг, сколько вы уступите? А вы цену видели? Видел. Ну вот будете смотреть, будем разговаривать. Понял. А сразу посмотрите машину просто. Кстати, шины, диски на них новые, родные, все, да? Ну, диски такие стояли, да, шины новые поставил я. А не бел шина? Не бел шину. Ага, понял. Спасибо. Но если что, можно звонить, смотреть на эти выходные, да? Ну да, вы просто заранее меня наберите, потому что я, возможно, на дачу поеду. Там за Минском живу, машина в Минске. Понял. Может, я не на этой машине поеду, тогда просто... Понял. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, хозяин барин говорит, сам сказал, ты цену видел. Все такая, как есть, ничего не знаю, продаю как есть. Ну, обычная схема.
Короче, если кому-то хочется посмеяться, тут и смеяться нечего. Иногда, когда вот, наверное, все ожидали, что я не собирался ни в коем случае человека оскорблять, потому что свои глаза, свои мозги, что видишь, то и думай. Вот. И, ну, понятно, что хочется срубить денег. И если так вот, к примеру, взять переваривать такой B3 либо B4 полностью, но в 4-5 обойдется восстановление автомобиля. Ну, тут 2 раза больше. Ну, человек хочет заработать на этом автомобиле. Ну, проще не покупать никому, тогда и торг будет. Сначала посмотри машину. Прекрасно понимаешь, она красилась, она там не в родне, это по-любому. 458 тысяч, на моем было 403 тысячи, когда я продавал. 110 сил, даже нет подушек безопасности элементарных. У меня подушки были, все равно безопасность наша все. Да и цвет на моей был покрасивее, так своего вспомнил. Ну, в общем, как-то так, как видите, ребят. Вы все сами слышали, что он говорит. Скажу от себя. Ну, я не собираюсь оскорблять человека. Человек хочет подороже автомобиль продать. Никто мне права не дает его оскорблять. Это его право. От себя скажу то, что у меня такой был автомобиль. Кто первый раз на канале, я не знаю, кто давно, тот уже, конечно, знает. Passat B4. Первая моя машина, 1.9 TDI. У него 110 сил. У меня 90 был. 1Z двигатель. Для меня, я вижу, что машина крашена и крашена по-жлобски. Почему? Потому что в 2015 году я свой делал в свое время, но молдинги все снимались, клипсы все менялись. Здесь видно, что автомобиль вообще не разбирался. Покрашено все в цвет автомобиля. На пофиг. Даже по заводу не вывели черные, не обработали пороги, потому что с завода они все идут черными. Там заводская, получается, пленка и порог весь черный. Всегда был по заводу. И молдинги, дверные ручки, верхняя полоса бампера, это все в черном цвете, это завод. Даже этого не сделали, не удосужились. Видимо, было лень обклеивать лишний раз. По шкиву, кто будет покупать автомобиль с таким двигателем, не обязательно B4, B5 были, 3, 4 гольфы с таким двигателем, там Volkswagen Charan, Seat Alhambra, вот эти все автомобили с таким двигателем. Да, гуляет шкив коленвалом. У меня не гулял, у меня ходил всегда ровно, так я его продал, но эта проблема этих автомобилей есть, поэтому обращайте внимание при покупке, ребят. Турбина по-любому кидает масло, от этого не уйти, это, конечно, все. То есть, ну, все типичные проблемы автомобиля. Единственное, что мне еще не понравилось, то, что у меня были все подушки безопасности, комплектация слабовата. Есть кондиционер, но, честно говоря, это плюс. Но на моей машине были подушки не рабочие, там ошибок не было по ним. Здесь даже подушек нету, это уже удручает. Потому что безопасность наше все. Хотелось бы этих подушек. Ну, то есть, типичный B4, цена которому, я считаю, ну в районе 2,5. Так я его не смотрел, не осматривал. Может, он идеальный. Если он весь ржавый, в жуках, то, конечно, еще дешевле. В районе 2500-2600 он стоит. Если же все идеально, прям как он говорит, ну там, да, диски, шины новые, ну 3-3200. Короче, от 2,5 до 3,200. Вот примерно такой диапазон цен по мне. Можете спорить, можете писать свое мнение в комментах, но я считаю так. Вот. Но это первый наш опыт такой. Будем продолжать снимать видео в таком ракурсе. Вот попался отличный B4, похоже, как у меня. Вот такой он должен быть. С молдингами, с ручками, черные пороги. Вот такой он должен быть с завода, вот как образец. Видно, что давно в одних руках, и пылинки сдувают с машины. Отличный B4. Ну вот такое получилось видео, не особо интересно, но первый блин комом, и первое видео также не особо интересно. Я сам рассчитывал, что будет человек хвалько нахваливать автомобиль, там хвалить, а здесь сухие ответы по делу. Такое ощущение, что ему вообще не хочется разговаривать. Хотя, по сути, за такую сумму человек должен быть активным, чтобы стараться продать эту машину. Не факт, что продашь, но надо стараться к этому идти, к этой цели. Для ориентира 12 тысяч долларов. Это продавался несколько месяцев назад. Тут Passat B7, он был на канале, 1.4 TSI с двигателем Saha. Самый надежный 1.4 TSI серии Я-111. Автомобиль ушел тоже за несколько дней, 11800 он стоял в продаже 2011 года, его быстро забрали. Сейчас я осматривал автомобиль подписчику BMW 7 E65 2008 года, последнего года выпуска, рестайловая, соответственно. 3-литровый бензиновый мотор, N52, 258 лошадиных сил, пробег там в районе 260 тысяч километров.
Вот, хороший автомобиль, кому интересно, информация есть, можете также в телеграм-канале об этом отписаться. И конкурент могучий среди них, это вот этот B4, конечно, он серьезный аргумент и серьезное подспорье этим двум автомобилям. А на этом все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо. Увидимся.